Занятие живописью имеет инерцию. Чем больше я вкладываюсь в работу, чем дольше я не схожу с этого пути, тем мощнее становится сила внутри. И стоя здесь, в ослепительном солнце Африки, я четко вижу всю цепочку событий, пробы и ошибки, тысячи этюдов, тысячи дней, проведенных с карандашом и кистью в руке. Все началось на севере, в России, с ее суровыми и прекрасными пейзажами. В то время я еще не знал, что такое живопись. Я грезил путешествиями и дорогой, уходящей за горизонт. Видел невероятные пейзажи, но не знал, как выразить этот восторг. Видео и фото не давали той плотности переживания, которую я жаждал. Возвращаясь из странствий, я подолгу жил в деревне на берегу Волги. Я гулял по лесам, наблюдал за сменой времен года и искал способ воплотить то, что я чувствовал. И наступил день, разделивший мою жизнь на до и после. День, когда я встретил мастера, человека, ставшего для меня примером того, кто такой художник. Его мастерская стоит на опушке леса, сразу за большим перекопанным полем. Маленький домик с острой крышей. Подойдя ближе, я замечаю удивительные росписи на стенах, а над входом белый череп, инкрустированный разноцветной смальтой. Узоры на дверях предупреждают, за ними открывается совсем необычный мир. Я открываю дверь. В полумраке прихожей застыли деревянные скульптуры. Они смотрят на меня неподвижно и внимательно со всех сторон. В доме было пусто. Я вышел на улицу и увидел в сумерках свет пламени. Подойдя ближе, я разглядел огромного человека. В тишине леса, в искрах костра, он обжигал деревянный бюст. Так я познакомился с мастером. Когда мы заговорили, он смотрел не отрываясь, широко раскрыв свои серые глаза. В его словах не было фальши. Он говорил резкими, емкими фразами, за которыми стоял титанический опыт. Для того, чтобы понимать живопись, нужен труд в определенную сторону. Она ловит состояние в момент времени, состояние изображаемого человека, твое состояние, состояние природы, положение звезд в космосе, все вместе. Это целый связанный столб, огромный столб нитей и переплетений. Это живопись. Я остался жить в его мастерской, и моя жизнь сжалась до размеров маленькой комнаты с мольбертом. Днями напролет я изучал основы, вгрызаясь в конструкцию и форму. В эти дни я физически ощущал, как мой мозг гудит от напряжения. Но чувствовал, что без этого уже не могу. Ведь, как говорит мой учитель, если ты можешь не рисовать, лучше не рисовать. «Какая твоя цель в искусстве? Чего ты хочешь делать?» – спросил он однажды. Я знал ответ сразу – пейзаж. В перерывах между студийными постановками я стал уходить на природу. Я еще не был живописцем, у меня не было красок, но это больше не мешало мне творить. Пользуясь только знанием о тоне, я строил свои первые графические миры. Это был абсолютный восторг. Тот самый момент, когда вдохновение наконец выходит и становится реальностью. Семена знаний прорастали во мне, и я потихоньку начинал чувствовать, что такое искусство. С наступлением весны я начал заниматься живописью. Мастер расставлял натюрморты. Чего это, не путай. Вот эту бланку ты сейчас хорошо там. И я днями напролет писал, пытаясь понять, что это такое живопись. Но настоящий взрыв случился, когда мы вышли на пленэр. В мастерской у меня было неограниченное время для создания натюрморта. Яблоки и драпировки замерли, но на пленэре тени бегут, ветер сдувает холст. Вместо чашек и фруктов в игру вступили облака, леса, реки и, главное, воздух.
воздух, который разливался повсюду. Я понял, все в пейзаже, деревья, холмы, дома служит лишь одной цели – передать ощущение этого пространства и воздуха. Наступила зима. Попрощавшись с мастером, я вернулся в деревню на берегу Волги. Там я прожил 3 года, работая над серией картин «Солнце севера». Я выходил на пленэр в любую погоду и в любое время года. Я хотел воплотить все то, что так долго копилось внутри. Но внутри меня всегда жила другая мечта. С самого детства мне грезились тропики, острова, бесконечные пляжи, ритмичный строй пальм и люди, живущие в этом вечном лете. Весной 23-го года самолет касается полосы на острове Шри-Ланка. Мой рюкзак забит красками и кистями, а к нему скотчем примотан 30-метровый рулон холста. Я выхожу из аэропорта и будто попадаю в сауну. Плотный, влажный, теплый воздух. Мимо проносится попугая, и огромное красное солнце встает прямо из джунглей. Мой кругосветный пленэр начался. Я поселился на южном побережье и начал исследовать остров. Контраст был колоссальным. Я вылетел из России, когда там еще лежал снег. На севере мне порой приходилось умышленно усиливать свет, вытягивая его из серого марева. Здесь же цвет обрушился на меня сам. Фиолетовое облако над ослепительно-зеленым рисовым полем, по которому важно бродят павлины. Индийский океан, швыряющий белоснежную пену на розовый песок. Веера пальм, звенящих на ветру, и грозди ярко-рыжих кокосов. Повсюду была разлита чистая радость. Неподалеку я нашел бухту рыбаков и сразу влюбился в это место. Однажды, когда я работал под палящим солнцем, ко мне подбежал местный рыбак. В одной руке у него был огромный нож, в другой такой же большой питьевой кокос. Рыбака звали Лал. Он всю жизнь прожил у океана, охотился на тунца и нырял на глубину за лобстерами. Мы сдружились. Лал стал моим проводником. Он показывал мне самые потаенные места для пленэров, а потом мы часами сидели в тени, и я расспрашивал его о жизни в тропиках. Однажды он позвал меня с собой в открытый океан на ночную рыбалку. Было не по себе видеть, как берег острова исчезает в дымке. Мы остались в полной звенящей тишине посреди Индийского океана.
Однажды случилась беда. Во время очередной рыбалки у Лала отказал мотор. Его лодку унесло в открытый океан, и он дрейфовал по воле течений, пока его чудом не заметил проходящий мимо корабль. Когда мы встретились снова, я не узнал своего друга. Лал был раздавлен. Мотор сгорел окончательно. Денег на новый нет, и он больше не мог выходить в море. Для него это значило потерять все. Конечно, он мог пойти в наем к другим командам, но Лал слишком любил свободу. Он сам выбирал, когда плыть и что делать. В этом мы были похожи с ним. Это был пронзительный образ, рыбак, у которого отняли море. Я попросил его попозировать мне. Так появился портрет «Рыбак без лодки». Тогда же я пообещал ему, если этот портрет купят, часть денег пойдет на новый мотор. Побережье дало мне сотни сюжетов. Здесь я начал серию декоративных натюрмортов с тропическими фруктами. В них я почувствовал абсолютную свободу. Через эти формы, через сочные, открытые цвета я рассказывал о своем видении этого экзотического мира. Арендовав байк, я уходил вглубь острова, к его вершинам. Дорога вела серпантином, мимо проносились слоны, в ветвях мелькали обезьяны, а путь порой преграждали огромные вараны. Добравшись до центра острова, я увидел совсем иную картину. Передо мной раскинулись графичные узоры чайных плантаций. По узким тропкам между изумрудных рядов бесшумно двигались женщины, собирая молодые листья. Я замирал у края этих плантаций. Там, среди гор, я писал пейзажи и наблюдал, как течет жизнь местных людей, простая, радостная и невероятно ритмичная. ಎಂಟಕ್ಕೂ ಹೆಮಗೆ ನಾಳೆ ಹಾರಿ Прилетев на Бали, я начал жадно исследовать остров, каждую неделю меняя место. Меня завораживал вулкан Агунг, величественный исполин, вырастающий из влажного марева рисовых полей. Я писал яркие пейзажи Убуда, наблюдая за его добрыми и невероятно трудолюбивыми жителями. Изучал бескрайние поля Медеви и маленький остров Нуса-Лембанган. Там, среди декоративных цветов и воды невероятного цвета, жили люди, удивительно добрые внутри. Я смотрел, как ловко они забираются на пальмы за кокосами, и видел в этом какой-то первобытный образ. Затем был остров Куланта в Андаманском море. Уютные деревни, спрятанные в густых джунглях, утопали во влажном воздухе. Я писал его холмы, которые в лучах заката буквально горели огнем. Тропические пленэры дали мне бесценный опыт. Я чувствовал, что проживаю свою мечту. И я бесконечно рад, что эта радость теперь запечатана в моих холстах.
Когда я только начинал этот путь, я и представить не мог, что заберусь так далеко. Но сегодня моя цель — кругосветный пленэр. Я хочу написать картины в самых прекрасных местах нашей планеты. Тропические острова постепенно исчезали в иллюминаторе самолета, который нес меня навстречу новым берегам. Мое большое путешествие продолжается.